привет, дорогие друзья! Сегодня у меня очередной обзор бусин и покажу немного фурнитуры интересной. Бусины, некоторые позиции я покупаю второй раз, так как мне очень понравились вот эти бусинки. Белые бусины с черным вкраплением, написано камень бодхи. И помните, я показывала такие бусины 8 мм и заказала я 10 мм, чтобы уже сделать интересное украшение, добавить разных бусин по диаметру. И, как я говорила, хотела сделать украшение черное с белым. И вот я планирую с вот этим бубликом обшить белым бисером, красиво сделать кулончик. И, я думаю, хорошо подойдут вот такие бусинки. Можно и черных добавить бусин и сделать вот такое интересное украшение. Я планирую. Как вы думаете, будет красивое украшение? Следующие бусинки это яшма. Вот такой интересный кирпичного цвета бусины. Я покупала уже круглые. И хочу сделать украшение, добавив таких бусин, будет лучше и оригинальнее смотреться, я думаю, украшение. Плоские бусины 8 мм, есть и 4, и 6 бусинки. Я выбрала 8. И у меня есть вот такие две подвески. Когда-то я покупала в интернет-магазине, и мне пришли вот такие две разные по форме подвески. Я думала, будут примерно одинаковые, чтобы сделать серьги. И пришли совсем разные. Посмотрите, тоже вот такая интересная яшма. Подвесочки. Они с петельками вот такими. И вот лежат. Не знаю, что с ними сделать. Уже думала, может быть, кулон придумать. Вот побольше, который камень. Обшить как-то бисером. Пришить его в кулон. И добавить вот эти бусинки один в один камень. Одинаковый. Что вы посоветуете? Что мне сделать вот этими двумя подвесками? Красивые. Ну вот такая форма, что я даже и не знаю, что с ними сделать. Конечно, можно придумать. Пришить в кулончик, обшить бисером. Но он весь неровный. И что это будет, я сама не знаю. Ну, надо думать. Надо пробовать, вышивать и уже смотреть, что получится, наверное. Вот такая у меня идея с этими бусинами яшм. Бусинки все красивые, ровненькие. Вот такие есть вкрапления. И на ниточке, по-моему, 46 бусин, как написано было у продавца. Следующие бусинки вот такие. Это тоже написано яшма. Я такие бусины уже покупала и делала украшение. Очень оригинальное получилось. И здесь я увидела 12 мм бусинки. Посмотрите, какие красивые. И я сразу же их купила, так как очень красивый материал. Ближе к осени буду делать осеннее, наверное, украшение. И хорошо смотрится, сочетается такие бусины с бронзовой фурнитурой. Посмотрите, какая красота. Написано 30 бусин на ниточке, но я посчитала, здесь 32 бусинки. Красивые бусины. Так, следующие бусины я вам показывала уже. Зеленые бусины лавы я покупала. И очень они мне понравились. И я решила сразу же 12 миллиметров купить. Сейчас покажу, где они. Вот они, 10 миллиметров. Как я вам говорила, что на картинке были зеленые, а мне пришли цвета хаки. Помните, да, я рассказывала? И тут мне приходит 12 миллиметров бусинки. Хотя на одной и той же странице я покупала, выбирала. И мне пришли бусины вот 12 миллиметров. Они точно как на картинке цвет. Не знаю, почему мне пришли тогда 10 миллиметров другого цвета. И я думала вместе делать эти бусины. И я вот теперь что-то и задумалась. Ну,
что я могу сказать? Может быть, их вместе подружить, эти бусины, и сделать украшение. Ну, посмотрю. А может быть и нет. Добавлю в какие-нибудь другие бусинки. Вот так вот бывает тоже. Когда выписывала эти бусинки, думала зеленые, как на картинке. Ну, а пришли вот такого цвета. Я и не расстроилась. Они мне очень понравились по цвету. Думаю, и придут такие же. Но бывает, вот как я говорю, такое. Ну, ничего страшного. Даже, мне кажется, если сочетать вот эти два камня, они по цвету хорошо подходят. И эти подходят. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, что будет у меня. Что-нибудь, конечно, придумаю. Вот такие бусины я тоже уже покупала. Только меньше диаметром. Здесь 12 миллиметров нашла я у продавца. А здесь у меня были сколько? 10 миллиметров, да. Посмотрите, какая красота. И будет даже, может быть, и два украшения. Как написано, это камень. По-моему, ангелит было написано. Но, конечно, это не ангелит. Наверное, халцедон. Я так думаю. Но они тяжелые бусинки, но красивые. Вот такие 12 миллиметров бусинки. И на ниточке 33 бусины. Я посчитала. И вот такие бусинки розовые, матовые. Написано, что это камень. Тяжеленькие. 10 миллиметров. Собираю я такие бусинки, чтобы тоже сделать интересное украшение. Такой матовый цвет. То есть матовые бусинки. И вот такой нежный цвет. миллиметров и, по-моему, 37 бусин. 39 бусин я посчитала. Продавец всегда, вот я заметила, что он добавляет не как в описании написано, а немного больше бусины. На одну, на две, на три бусины больше. Не знаю почему. Ну вот так у него, наверное, положено. Так, бусины посмотрели, и сейчас я подготовлю фурнитуру. Это из одного магазина. Сейчас покажу. Здесь шапочки и проставочные бусины. Шапочки медного цвета, 10 миллиметров написано. Очень красивые. Посмотрите, какой рисуночек на шапочках. Они тоненькие. Сейчас посмотрим, как они смотрятся на бусинке. Я возьму 10 миллиметров бусинку и 12 возьму бусинку миллиметров и посмотрим, как это все выглядит. Ну, неплохо. И 10 можно поставить. Как бы большеватая, да, шапочка на 10 миллиметров. А вот на 12 смотрится здорово, облегает. Сейчас еще и посмотрим. Бусинка у меня 14 миллиметров. Ну, а здесь, конечно, очень хорошо смотрится, еще лучше. Вот так выглядят на бусинках. Очень красивые шапочки. Я думаю, и неплохо смотрятся они и на 10 миллиметров. В комплекте 100 штук шапочек. Следующие бусинки проставочные. Здесь уже в наборе 200 штук. Посмотрите, какая красота. Очень понравились. Аккуратненькие такие. Вот такие бусинки. Сейчас посмотрим,
как они смотрятся между бусин. Можно, конечно, их и проставить в украшении, чокер. Ну, конечно, это большая бусина, надо поменьше. Ну и цвет другой. Конечно, это все будем подбирать, когда мы собираем украшения, да? Но красивые, очень красивые бусинки. И цвет красивый, бронзовый. Понравились они мне очень даже. 200 штук. Надолго хватит. Ну, смотря как проставлять будем, да? Тоже проставочные бусины. Бусинка 10 миллиметров. И в наборе идет сколько здесь? 30 штук всего лишь. Но они тяжелые. И посмотрите, как отличаются по размеру. Но очень красивые. Как летающая тарелка, да? Да. В чокер поставить такие бусины сразу будет украшать. Фурнитура, конечно, украшает. Украшение. Для этого и есть фурнитура, чтобы украшать. Чокеры, бусинки, посмотрите, какие красивые. 30 штучек. Очень понравились они мне. Так, следующие. Несколько позиций из одного магазина. И вот такие бусинки. Посмотрите. Маленькие, 4 миллиметра бусинка. 20 штук идет в комплекте. И я, когда их увидела, помните, вот такие бусинки мы покупаем. Кто уже покупал, знает про такие бусинки. И я, когда увидела, думаю, вместе можно собрать в украшения. Такие бусинки, они очень хорошо сочетаются. Я думаю, будут подходить друг к другу. Только эти маленькие, а эти крупные. Жаль, их очень мало. 20 штук только идет вот в комплекте. Хорошенькие. И шапочки. Я выбрала шапочки. Это написано латунные шапочки. В двух размерах взяла. Одни маленькие, другие побольше. Бронзовый цвет. Сейчас посмотрим. Это 8 миллиметров. Они тоненькие. Вот бусинка 8 миллиметров и шапочки 8 миллиметров. И вот так смотрится. Неплохо. Сейчас я возьму бусинку 8-10 миллиметров. Хочу посмотреть, как они будут. Тоже неплохо. Тоже неплохо смотрятся. И теперь посмотрим. Бусинка 10 миллиметров. А вот бусинка 10 миллиметров здесь, мне кажется, очень маленькая. Здесь нужна больше бусинка. Да, написано 10 миллиметров шапочка, но мне не нравится, как она лежит. А вот здесь уже совсем другое дело. Должны бусины быть 12 миллиметров. Вот такие шапочки. Простые, тоненькие. И были цвета разные. Так как написано латунь необработанная, я думаю, что если взять шапочки под серебро или золото, они могут потемнеть, я так думаю. Ну, а бронзовые, я думаю, с ними ничего не будет. Куда им еще темнеть? Они и так темного бронзового цвета. Вот такие шапочки интересные, хорошенькие. Можно такие ставить спокойно в украшения. Так, и еще одна позиция у меня из этого же магазина. Это у нас филигрань. В наборе у меня 10 штук и 3 сантиметра. По-моему, да, 3 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Вот такая интересная филигрань, посмотрите. Я когда увидела ее, она не плоская. Вот так идет выпуклая, как я
Видите, да? Можно две вместе сложить. И я думаю, можно и склеить. Кто любит склеивать, можно и в кулон. Но я когда увидела, у меня почему-то пришла идея в голову другая. У меня много вот таких кабошончиков маленьких выписала я тогда. Сколько здесь? Сантиметр, наверное. Да. И я подумала в середине приклеить такой кабошон. И вот здесь есть отверстие. Это все на фетре обшить. Вот здесь отверстие есть. И можно по кругу бисером обшить, я думаю. И здесь хорошо становится кабошон размера 1 сантиметр. И потом можно здесь тоже обшить бисером. И получится красивый кулончик. Интересные такие филиграни. Я бы не сказала, что они гнутся спокойно и легко. Нет, они довольно-таки твердые и не гнутся вообще. Ну, плоскогубцами наверняка можно согнуть. И если вот так вот склеить, тоже получается что-то интересное. Можно что-то придумать. Такая деталь будет в украшении. Вот такие филиграньки. На этом у меня все. Если вам что-то понравилось, все ссылочки будут под видео, как всегда. Заходите, смотрите, выбирайте. Бусинки очень красивые. Напишите комментарий, мне интересно, что вам понравилось. Ну а если понравилось мое видео, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, чтобы мы не потерялись. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. У меня много интересного впереди. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!